Здравствуйте, мои дорогие! С вами снова я, бабушка Сонбо. Я придумала сказку про маленькую и озорную фею. Я вам ее прочитаю, а вы мне напишите, понравилась она вам или нет. А пока присаживайтесь, а я начну. Сказка называется «Шалости маленькой Фифи». Жила-была фея, и звали ее Фифи. Она обитала в дупле старого клена, недалеко от лесного ручья, где пели лягушки и летали стрекозы. Фифи была совсем маленькой, ростом с подснежник и очень-очень озорной. Ее рыжеватый хвостик все время прыгал вверх-вниз, особенно когда она спешила в Академию фей. Располагалось это заведение в самом конце волшебного леса, между двумя дубами и одной еле заметной сосной. Академия волшебных наук носила имя тетушки Милли, но руководила ею строгая директриса. Снаружи это заведение было похоже на гриб со шляпкой, на крыше которого была труба в виде граммофона. По утрам в нее залетали феи-ученицы с крылышками, с сумочками через плечо, веселые, а некоторые сонные. А после занятий ученицы съезжали с крылечка, которое было в виде детской горки. Так было принято. Это были обязательные правила. Именно в эту академию попала Фифи. Фифи училась, вернее, иногда училась. В основном она копалась в своей сумочке прямо на уроках. Малышка должна была стать хорошей феей-куратором, если бы хоть немного слушала, что говорила учительница Гретта, которая преподавала предмет «Ответственное волшебство без последствий». Но Фифи имела характер неугомонный, уши слегка рассеянные, и была привычка хранить в сумочке не школьные принадлежности, а карамельки и своих сказочных существ. Она искала их прямо на уроке, и тогда учительница, строгая с виду фея с указкой, подходила к ней и спрашивала: «Фифи, что у тебя на этот раз? Надеюсь, не лягушачьи конфетти?» А в ответ Фифи только хитро улыбалась. Однажды на уроке «Основы невидимого сияния» все ученицы сидели и внимательно слушали учительницу, а та водила своей указкой по листу с формулами светопыли и вещала: «Запомните, феи, нельзя смешивать пыльцу лютика с лунным мхом. Последствия непредсказуемые». Но одна рыженькая ученица слегка отвлеклась. Конечно же, это была Фифи. Она опустила голову в свою сумочку, бормотала себе под нос: «Так, где же он? Я же его клала. Ага!» Вдруг с радостным писком вытащила она пружинистого желейного паучка. Паучок был зеленый, с блестящими глазами и присосками на лапах. Он подпрыгнул на стол, сказал «брррр»
и рванул прямо в чернильницу, стоявшую на учительском столе. Нырнул туда, потом вылез и пошел по столу, оставляя за собой чернильные следы. Обляпав журнал, он рванул, как мыльный пузырь, в сторону учениц. Завизжала одна фея и забралась на парту. «Он меня испачкает!» – запищала другая. Рядом сидевшая фея засмеялась, и паучок прилип ей прямо на лицо. Фея стала вытирать свое лицо руками, но сделала только хуже. Ее лицо было испачкано в черные чернила. Весь класс стал хохотать. «Фи-фи!» – строго сказала учительница, но губы у нее уже дрожали от смеха. Паучок спрыгнул на пол и, оставляя на полу следы, вернулся в сумочку Фи-фи. «Ты опять?» – выдохнула учительница и села на свой стул. «Это, по крайней мере, неэтично – испачкать свою одноклассницу!» Фи-фи развела руками. «Ну, он же просто хотел на урок, правда?» Учительница объявила. «Завтра уроки будет вести сама госпожа Милдред, директор академии. Дорогие феи, прошу вас не опаздывать!» Голос ее прозвучал внушительно, и даже крылышки у самых смелых фей невольно дрогнули. «Директриса!» – прошептали ученицы. «Та самая, которая может одним взмахом палочки вызвать ураган, которая носит огромную мантию и умеет смотреть насквозь?» Слышались отовсюду тихие, взволнованные шепотки. На следующее утро солнце уже посылало лучики в граммофонную трубу академии. Феи-ученицы аккуратно рассаживались по местам. В воздухе пахло лавандовым нектаром. Но Фи-фи все еще находилась дома. Прыгала на одной ножке, натягивала сандалик, другой ногой держала сумку, а зубами тащила бантик из-под подушки. «Паучок, ну что ты опять залез в мою сумку? Сегодня нельзя, я и так опаздываю!» Он попытался уговорить ее у двери, но Фи-фи была непреклонна. Сегодня у нее был очень важный день. Выскочив на порог, она махнула рукой и крикнула: «Врум! Врум!» Это было заклинание на ускоренный полет. Она взлетела, оставляя за собой шлейф звездной пыли. Подлетая или уже подбегая к академии, она поняла, что труба уже закрыта для нее. В это время в классе уже раздался холодноватый голос. «Доброе утро! Сегодня с вами буду я!» Директриса стояла у доски, высокая, стройная, с волосами, собранными в идеальный строгий пучок. И тут в открытое окно с грохотом влетела Фи-фи, словно зеленая ракета. Все ахнули, а Фи-фи с сияющей улыбкой сказала: «Я уже здесь!» На удивление госпожа Милдред разрешила ей занять свое место. Это была не просто директриса, она была профессор и заведующая кафедрой
ответственное волшебство без последствий. Маленькая фея должна была стать куратором, если хотя бы слушала внимательно, но она, как всегда, была занята своей сумочкой. «Фи-фи!» – грозно произнесла директриса. «Сколько можно писать в тетради? Не помню. Записать позже. Ха-ха-ха! Или не расслышала?» «Ну я же все помню!» – храбро выдала Фи-фи, покачивая ножкой и улыбаясь так, как будто на нее смотрят бабочки. «Прекрасно! Тогда ты отправляешься в королевство Пулинария». Наступила тишина. Даже мышка в чулане перестала грызть учебник по пыльце. Куда?» – уточнила Фи-фи. «В Пулинарию», – строго подтвердила профессор. «Никакой феи еще не удавалось там завершить стажировку». «Отлично!» – радостно ответила Фи-фи. «Значит, я первая!» «Которая все испортит!» – вздохнула директриса. Фи-фи выдали комплект минимального волшебного инструментария: эликсир радости, порошок смеха, капли вдохновения, пыльцу поэзии и книгу случайных последствий. Туда нужно было записывать все ошибки, которые происходят из-за вмешательства. На прощание профессорша сказала: «Помни, это твой выпускной экзамен, но если ты провалишь, тебя переведут в отдел скучных фей с отчетами и таблицами». Если бы директриса знала, кого она отправила на стажировку. Фи-фи хитро прищурилась, засунула последний флакон в сумку, хлопнула по крышке и сказала: «Ха! Я вам еще такой отчет устрою! Ну все, полечу, а там посмотрим, кто кого». С этими словами, не застегивая сандалию, она взмахнула крылышками, неудачно врезалась в люстру, рассыпая немного блесток на голову профессорши, вылетела прямо в трубу, что было против правил. Вылетев на улицу, она услышала строгий голос директрисы: «Фи-фи! В трубу вылетают только ведьмы, а ты фея! Не забывай это!» Маленькая фея отправилась портить судьбу одного весьма приличного королевства. Если бы это королевство знало, кто прилетит к ним на этот раз. Фи-фи летела красиво, гордо и даже немного по инструкции. Сначала пыльца, а потом сама вежливость. Ее голова уже рисовала, как ее встретит это капризное государство. Она представила, как в главном зале будет накрыт стол, и все ждут ее появления. Продолжение следует. Мои дорогие, я жду вас в следующем ролике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и приходите еще. Я всегда рада вам.